95% не могут правильно закончить этот текст на испанском. И самое интересное, большинство ошибок будут не в словах, а в глаголах. Сегодня вас ждет реальная ситуация из жизни в Испании. Машина ломается прямо на трассе. Нужно звонить в страховую, объяснять проблему и общаться с механиком на испанском. По ходу истории вам нужно будет подобрать правильные слова и формы глаголов. А после каждого ответа мы разберем, почему испанцы говорят именно так. Посмотрим, сколько ошибок получится именно у вас. Если вам нравятся такие практические уроки испанского языка для жизни в Испании, поддержите канал подпиской. Это ваша благодарность за мою работу. Ну что, начинаем! Прежде чем мы начнем, вот слова, которые вам понадобятся. Но есть одна важная деталь. Я специально даю глаголы в инфинитиве, то есть в начальной форме без изменений. Поэтому вам важно не только понять, какое слово подходит по смыслу, но и поставить его в правильную форму и время. Именно здесь большинство людей ошибаются. Вот слова для этого текста. Agradecer – благодарить. Humo – дым. Revisar – проверять, осматривать. Avería – поломка, неисправность. Parar – остановиться. Grave – серьезный. Preparar – готовить, подготавливать. Grúa – эвакуатор. Manguera – шланг или патрубки. Aparecer – появляться. А теперь посмотрим, сможете ли вы правильно использовать их в реальной ситуации. Un viaje que casi termina mal. Поездка, которая едва не закончилась плохо. Era un sábado de julio, y la familia García iba de vacaciones a la Costa Brava. Была июльская суббота, и семья Гарсия ехала на отдых в Коста-Браво. Habían toda la noche anterior, y estaban muy contentos porque llevaban meses esperando ese viaje. Правильный ответ. Preparado. От глагола preparar. Они все подготовили накануне вечером и были очень рады, потому что ждали этой поездки уже несколько месяцев. Получается, habían preparado toda la noche anterior. Они все подготовили накануне вечером. Почему именно preparado? Потому что у нас уже есть вспомогательный глагол habían. Когда мы видим había, habías, había, habíamos, habíais, habían, это очень сильный сигнал, что дальше нужно поставить не инфинитив, а причастие прошедшего времени. Participio. То есть preparar – preparado, comprar – comprado, terminar – terminado, organizar – organizado. Поэтому вариант preparar здесь не подходит. Теперь посмотрим на смысл. В предложении есть маркер la noche anterior – накануне вечером. Сначала семья все подготовила вечером, а уже потом отправилась в путешествие. То есть одно действие произошло раньше другого действия в прошлом. Именно поэтому испанцы используют здесь время pretérito pluscuamperfecto. Habían preparado. Они подготовили. Если в тексте вы видите слова antes, anteriormente, previamente, la noche anterior, el día anterior, очень часто это подсказка, что речь идет о действии, которое произошло раньше другого события в прошлом.
Поэтому здесь правильный ответ habían preparado, а не había preparar. Después de casi 2 horas de viaje, un mensaje de advertencia en la pantalla del coche. Правильный ответ apareció. Получается, después de casi 2 horas de viaje, apareció un mensaje de advertencia en la pantalla del coche. После почти 2 часов пути на экране автомобиля появилось предупреждающее сообщение. Почему именно apareció? Потому что в этой истории речь идет об одном конкретном событии в прошлом. Сообщение появилось один раз. Оно не появлялось постоянно и не появлялось в течение какого-то периода времени. Это просто факт. Появилось сообщение, водитель увидел, история продолжается дальше. Именно для таких заключенных действий в прошлом испанцы очень часто используют pretérito indefinido. Посмотрите на глагол aparecer, apareció. Это форма для él, ella, usted. Почему? Потому что подлежащее здесь un mensaje de advertencia, предупреждающее сообщение. Сообщение появилось, поэтому apareció. Не подходит aparecer или aparecía. Вот вам мой совет. Если в тексте вы видите, что произошло какое-то конкретное событие, например, llegó una carta, empezó la lluvia, apareció un mensaje, sonó el teléfono, se apagó el ordenador, то очень часто потребуется именно pretérito indefinido, потому что речь идет о завершенном событии в прошлом. Поэтому здесь правильный ответ apareció un mensaje de advertencia. Marta lo leyó rápidamente, pero pensó que quizá no era algo urgente. Марта быстро его прочитала, но подумала, что это, возможно, не что-то срочное. Sin embargo, pocos minutos después, apareció un segundo aviso. Однако, через несколько минут появилось второе предупреждение. El vehículo empezó a perder potencia y el aire acondicionado dejó de funcionar correctamente. Машина начала терять мощность, а кондиционер перестал нормально работать. Creo que deberíamos cuanto antes, dijo Марта. Правильный ответ parar. Получается, creo que deberíamos parar cuanto antes. Думаю, нам стоит остановиться как можно скорее. Почему именно parar? Потому что после глагола deber очень часто используется другой глагол в инфинитиве. Посмотрите на конструкцию. Deber плюс инфинитиво. Она означает нужно что-то сделать, следует что-то сделать, стоит что-то сделать. Например, debo estudiar. Мне нужно учиться. Debemos salir. Нам нужно выйти. Deberías llamar. Тебе стоит позвонить. Именно поэтому после формы deberíamos мы не спрягаем второй глагол. Мы оставляем его в инфинитиве. Поэтому deberíamos parar – правильный вариант. Очень полезный маркер для текстов и экзаменов. Если вы видите deber, poder, querer, necesitar, intentar, decidir, empezar a, volver a, то после них очень часто идет другой глагол в инфинитиве. Например, quiero viajar. Я хочу путешествовать. Necesito trabajar. Мне нужно работать. Поэтому здесь правильный ответ достаточно быстро найти, если заметить слово deberíamos. Оно буквально подсказывает нам,
что дальше нужен инфинитив. Поэтому правильный ответ creo que deberíamos parar cuanto antes. Mientras buscaban una salida de la autopista, notaron un olor extraño. Пока они искали съезд с автомагистрали, они почувствовали странный запах. Cuando finalmente se detuvieron, vieron que empezaba a salir por debajo del capó. Правильный ответ – humo. Получается, cuando finalmente se detuvieron, vieron que empezaba a salir humo por debajo del capó. Когда наконец остановились, то увидели, что из-под капота начал идти дым. Почему именно humo? Потому что здесь по смыслу идет речь о проблеме с автомобилем. Давайте посмотрим на контекст. До этого в тексте уже произошло несколько вещей. Появилось предупреждение на экране автомобиля. Машина начала терять мощность. Кондиционер перестал нормально работать. Появился странный запах. То есть ситуация постепенно ухудшается. И логично, что следующим признаком неисправности становится именно дым. Поэтому здесь подходит существительное. Humo – дым. Очень полезно запомнить выражение salir humo. Буквально выходить дым, идти дым, валить дым. Например, sale humo del motor. Из двигателя идет дым. Sale humo del capó. Из-под капота идет дым. Sale mucho humo. Идет много дыма. Обратите внимание еще на конструкцию empezar a плюс инфинитив. В нашем предложении empezaba a salir humo. Начал идти дым. После глагола empezar очень часто используется предлог a и дальше инфинитив. Empezar a trabajar – начать работать. Empezar a estudiar – начать учиться. Empezar a conducir – начать ехать за рулем. Поэтому в этом предложении полезно запомнить сразу две вещи. Humo – дым, empezar a infinitivo – начать что-то делать. Именно поэтому правильный ответ здесь Cuando finalmente se detuvieron, vieron que empezaba a salir humo por debajo del capó. La situación les preocupó bastante. Ситуация их довольно сильно обеспокоила. Como no sabían qué hacer, Marta llamó inmediatamente a la compañía de seguros. Не зная, что делать, Марта сразу позвонила в страховую компанию. Buenos días, mi coche está parado en la autopista y sale humo del motor. Добрый день, моя машина стоит на автомагистрали и из двигателя идет дым. Creo que tenemos una... Explicó. Правильный ответ – avería. Получается, creo que tenemos una avería. Думаю, у нас поломка. Объяснила она. Почему именно авария? Потому что речь идет о неисправности автомобиля. В испанском языке слово авария очень часто используется, когда ломается машина, бытовая техника, лифт, кондиционер, да и вообще любое оборудование. Например, mi coche tiene una avería. У моей машины поломка. Hay una avería en el ascensor. В лифте неисправность. La lavadora tiene una avería. Стиральная машина сломалась. Очень полезно запомнить сразу несколько распространенных выражений. Tener una avería. Иметь поломку. Sufrir una avería. Сломаться, выйти из строя. Reparar una avería. Устранить поломку. Обратите внимание на артикль. Мы говорим una avería, потому что слово avería в испанском языке женского рода. Поэтому una avería, а не un avería.
И еще один важный момент. В реальной жизни в Испании именно слово «аверия» вы очень часто услышите в автосервисе страховой компании или при вызове эвакуатора. Если вы звоните в страховую и говорите «Creo que tengo una avería», вас поймут. Поэтому это одно из самых полезных автомобильных слов для жизни в Испании. Именно поэтому правильный ответ в этом случае будет «Creo que tenemos una avería».